У знакомого украли рюкзак со всеми вещами в Мурсии. И, наверное, настало время рассказать мою историю, как меня дважды обворовали в Каталонии. Ну, первое, что я скажу, что, конечно, воруют в основном в туристических местах. И вчера мне рассказывали еще историю о том, как даже вот в этой маленькой деревне Альтеи, маленьком городке, даже в ней воруют, поскольку это туристическое место. С другой стороны, здесь люди совершенно беспечны. Они носят в задних карманах своих брюк или шорт, носят в задних карманах телефоны. Это прямо здесь привычка. Мне кажется, это жутко, провоцирующее для воров, которые видят прямо перед собой этот телефон. Я, как человек, 2 года проживший в Каталонии, не отвыкну, наверное, никогда носить телефон на веревке на шее. Это у меня уже такая жизненная привычка. И вообще я стараюсь телефон крепко держать в руках. Так вот, подпишитесь на меня, поставьте мне лайк. Общее правило: в туристических местах больше всего карманников. И, соответственно, вы должны держать все свои вещи, телефон, пристегнутым как-то к себе с помощью веревки или чего-то еще. Вот. Потому что бывает, вырывают прямо из рук, особенно в общественном транспорте, то есть хватают и выскакивают из метро, из вагона или из автобуса. Второе, рюкзак в туристическом месте у вас должен быть, особенно в транспорте. Транспорт вообще зона повышенной опасности от карманников. Рюкзак у вас должен быть спереди, то есть все ценное у вас должно висеть перед собой. Тогда у вас, скорее всего, это останется все на месте. Вот. Значит, какова же моя история была? История такая. Я переезжал из квартиры на Бак-де-Рода в Барселоне. Может быть, помните, я рассказывал вам в отдельном видео, которое набрало большое количество лайков и просмотров. Рассказывал историю, как я арендовал комнату в доме, на самом деле в локале, то есть в нежилом помещении, которое итальянский наркоман переделал под мини-гостиницу и сдавал покомнатно. По-моему, 8 или 9 номеров он сделал в этом месте. Так вот, я у него арендовал. Тогда я вообще не знал ничего о том, как обстоят дела с арендой в Испании, в Каталонии конкретно, и поэтому допустил эту ошибку. Не сразу понял, что это человек зависимый, что он будет вести себя соответствующим образом. Но не суть. Вот, меня выгнали. Я в шоке, я в стрессе, я тащу кучу вещей. Привлек внимание кого-то, карманника. И прямо на турникете перед входом на станцию Бак-де-Рода меня толкают в турникет, я ударяюсь. Естественно, автоматически я поворачиваюсь назад, понять, кто меня толкнул. И в этот момент из кармана я смотрел по телефону, куда мне ехать, и, соответственно, у меня телефон был в руках. И вот тут моя была ошибка, я его не повесил на шею. И из кармана, когда я его в карман куртки засунул, чтобы пройти через турникет, в этот момент, видимо, меня отслеживали, и в этот момент, когда я оставил телефон без присмотра, меня толкают в турникет, я поворачиваюсь, и у меня его из кармана куртки этот телефон вытаскивают. Все это молниеносно, буквально несколько секунд. Молодой человек, который меня толкнул, прямо под камерами. Он меня толкает и, не переживая, под камерами, потому что это турникет, это вход на станцию метро,
Он уходит обратно. Я же, будучи уверен, что просто какой-то наркоман или еще кто-то, сам я в состоянии аффекта, я только что был выселен из квартиры, с комнаты, за которую я заплатил, оставил депозит за 2 месяца, который мне не вернули. Вот. В этот момент я в состоянии аффекта и не обратил внимания. Но даже если бы я обратил внимание, я бы не успел за ним погнаться, за этим молодым человеком, потому что это все молниеносно произошло. Происходит следующее. Он уходит, я спускаюсь на 2 этажа ниже, на станцию метро, начинаю ковыряться по карманам и понимаю, что телефона у меня нет, что у меня его украли. Кошелек нет, потому что он был у меня в сумке, а телефон у меня украли. Я по памяти помню, что мне нужно было доехать до станции метро Бадаль, а дальше нужно было ехать в гостиницу. Но вот название гостиницы я до сих пор не помню. Я сейчас ее могу найти по памяти, чисто по расположению. Сейчас, а тогда я даже никогда не был там. Вот. Я доезжаю до этого Бадаль, потому что, ну, о чем мне ждать смысла какой на станции метро с вещами, с кучей сумок, совсем. Доезжаю до станции метро Бадаль в надежде, что сейчас я вспомню, как называется гостиница, заселюсь там, а потом уже буду заявление в полицию писать. Доехал, вышел и не могу вспомнить название гостиницы. И у меня началась паническая атака, и мне сложно было дышать, но столько всего свалилось. Неделю назад у меня сожгли дом, сейчас меня выгнали из дома и удержали за 2 месяца, депозит не вернули. Ну, в общем, всего навалилось. Я в шоке. Прошу прохожих вызвать полицию. Ну, просто я потерялся в Каталонии, я потерялся в Барселоне. Прошу вызвать полицию. Кое-как объяснил на английском, ну, не потому что я плохо говорю на английском, а потому что прохожих, кого бы я смог остановить и привлечь внимание, очень сложно было найти. Ну, наконец-таки, одна женщина, которая оказалась врачом, ну, вернее, медсестрой в госпитале, смогла меня понять. Позвонила в Mossos de Esquadra, объяснила ситуацию. Час я ждал на лавочке в присутствии этой женщины. Я уже подуспокоился за час. Переехала через час в Mossos de Esquadra. И с очень большим нежеланием, со словами «ты в Испании обязан говорить по-испански», буквально цитирую, Mossos de Esquadra проинтервьюировала меня. Я объяснил, как произошла кража телефона. И мне ответили, что телефон – это твоя собственность, твоя ответственность. Спросили меня, помню ли я номер имея телефона. Это вот этот уникальный номер, который привязан к каждой трубке. Естественно, я никакой номер имея телефона не помню. И спросите меня и текущие телефоны, я не помню номера. На что мне Mossos, то есть каталонская региональная полиция, сказала, ну, раз ты номер телефона не помнишь, как мы его тебе можем найти? На вопрос, как подать заявку, жалобу, ну или заявление, что у меня украли, они сказали, приезжай вот в офис, центральный офис полиции, там, например, на площади Испании, в Барселоне есть большой офис полиции. Я нашел в конечном итоге это метро, гостиницу, где должен был заселиться, и там была бронь. Спасибо волонтерам, которые мне помогли арендовать. Я туда заселился. Через несколько дней я успокоился, оказался на площади Испании. Там был переводчик с английского на испанский. И на площади Испании переводчик отказывалась звать полицейского, просто отказывался. Я объясняю ситуацию и говорю, вот у меня украли телефон. Она говорит, ну, никто же его искать не будет. То есть полицейские даже не участвовали в моем разговоре. И только когда я настоял на том, чтобы пригласить полицейского, она с большой-большой неохотой пошла,
То есть, понимаете, какой-то переводчик, технический специалист мне говорит, нет, типа, никто ничего не искать не будет. И с большой неохотой она позвала все-таки полицейского. Пришли аж 4 человека, вот, а не один. Я объяснил еще раз через переводчика мою ситуацию и получил такой же ответ, что сегодня они меня принять не могут. У них типа все полицейские заняты. Я должен ждать или здесь, но время ожидания будет, скорее всего, 3-4 часа. Или я могу прийти в другой день, но для этого нужно предварительно записаться. Дали мне какой-то сайт, видимо, региональной полиции, на котором я мог записаться. Но я настолько был поражен ситуацией с тем, что заявление у меня не хотят брать, тем, что переводчик мне, по сути, подменял функции полиции принятия решения. Может быть, она старалась из лучших побуждений, зная, что мне, скорее всего, ответят. Но я просто был удивлен, что технический специалист, который не офицер полиции, никто, подменяет собой и дает мне ответы от лица от лица полицейского. А может быть, она из лучших побуждений это делает, не знаю. Но в конце концов я настолько разочаровался вот этим хождением по мукам. И да, они мне дали сайт, где нужно было записываться. Но я что-то подумал, что скорее всего никого, ничего они искать не будут. И просто формально возьмут бумажку и потом забудут обо мне, стоит мне только выйти оттуда. Второй раз меня воровали, когда я был в магазине. Я на кассе специально открыл сумку свою. То есть я был научен опытом. Один телефон у меня, как сейчас, висел на шее. А второй телефон у меня был в сумке во внутреннем кармане. Я открыл сумку, открыл клапан, достал кошелек из этого внутреннего кармана, а телефоном светанул. То есть, просто его было видно, что он там. И пока я расплачивался на кассе, какой-то чернокожий, я предполагаю, потому что было всего лишь 2 человека на кассе, я и он, какой-то чернокожий человек специально положил свои вещи под кассу, у него в руках были покупки, и я отвлекся, рассчитываясь за покупки свои, выпустил из вида свою сумку, он, видимо, просунул свою руку во внутренний карман, видя, где у меня телефон, и вытащил этот телефон у меня из сумки. Я дохожу до дома, распаковываю, выкладываю вещи, по привычке кладу телефон во внутренний карман, вернее, не телефон, а кошелек. Он у меня там всегда лежит, то есть у меня сумка закрыта, клапан, внутренний клапан и еще внутренний кармашек за 3 замками, условно говоря. Бац-бац, телефона нет. Возвращаюсь обратно, то есть обыскал везде, нигде нет в комнате телефона. Вспоминаю, что он у меня в магазине еще был, я его помню, когда вытаскивал кошелек. Я, соответственно, обыскал всю комнату на всякий случай, ничего не нашел. Вернулся к магазину, зашел вовнутрь и говорю, вот тут у меня был телефон, вот примерно описал его, говорю, вот с такой же голубенькой вот веревочкой, как у меня. Они говорят, да, ваш телефон принесли, вернее, выкинули около магазина. То есть вот тот, кто мне его вытащил, попытался этот телефон взломать, а там стояла защита. Старенький был телефон, который дочка мне отдала, поменяла на новую мою Nokia, поменяла старенький свой Huawei. Вот, как запасной был телефон. И, в общем, она мне... на этом телефоне была куча защит стояла всяких. И защита по пин-коду, и защита телефона от вскрытия. Короче, все степени защиты стояли возможные. Ну и вот, и кто вытащил, он не смог преодолеть эти степени защиты. Он догадался, что нужно вытащить сим-карту и выкинуть сразу, чтобы связи с телефоном не было. А сам телефон выбросил, не смог его взломать, выбросил около магазина. Его вернули в магазин. Так вот, я говорю, это мой телефон.
Вот такая же веревочка из шнурков. Крепкие шнурки. Не рвется. Вот. Такая же веревочка на втором телефоне есть. Они говорят, да, мы верим, что это твой телефон, но не можем вернуть его без полиции. Позвонили в полицию, я прождал час. Приехала локальная полиция. Говорят, докажи, что это твой телефон. Я говорю, хорошо, я сейчас буду открывать этот телефон и покажу, что я смогу в него зайти, значит, это мой. И из-за того, что я был на нервах, из-за того, что полиция с тобой почему-то, я не знаю почему, но все полицейские в Испании с тобой общаются, как будто ты в чем-то виновен. Это у них вот такая привычка. Они очень достаточно агрессивно с тобой разговаривают и прям с напором с таким. И эти полицейские, хотя, казалось бы, ну вряд ли может быть такая история, что я придумал, что на другом телефоне висит веревочка такая же, как и у меня на этом телефоне. Они забрали у меня паспорт, забрали у меня документ, который говорит о том, что я проситель убежища в Испании. Начали какие-то там созваниваться, проверять, нет ли на мне каких-то других. То есть я говорю, я хочу забрать свой телефон, а они у меня в этот момент пробивают по базе, не состою ли я в преступной группировке. И начинают мне задавать вопросы. В тот момент, когда я пытаюсь скрыть телефон, они меня отвлекают и на плохом английском спрашивают, а не знаю ли я там Васю и Петю, Машу и Гришу. А с кем ты живешь, а почему ты живешь там, а когда ты живешь. Все это происходит около ворот, около входа в магазин Эль Кампо. В конце концов, несмотря на жесткий стресс от вот этого допроса, мне все-таки удалось скрыть телефон. Вспомнил я пин-коды, потому что их там несколько штук было. Зашел на телефон, показал, что я его смог открыть, что вот мои контакты, вот мои фотографии внутри, селфи. Они говорят, о, окей, все, мы верим, что это твой телефон. Теперь верим. То есть это целый час прошел, когда я вскрывал этот номер, вернее, вскрывал свой телефон. Они меня допрашивали это время, и они говорят, давай запомним бумажку, что мы тебе вернули телефон. Иначе мы тебе его не вернем. Я говорю, секундочку, давайте запишем заявление о том, что я был обворован вот здесь, вот в этом магазине 2 часа назад меня обворовали. Они говорят, нет, этого мы не будем делать. И я вынужден был подписаться в документе, что мне вернули телефон, но при этом никаких заявлений о том, что он у меня был украден, от меня просто полиция локальная не приняла. Вот она просто не приняла. Я настаивал, говорю, вот же под камерой вам легко посмотреть, что у меня прямо на кассе вытащили телефон. Поэтому, резюме. Запишите где-то, именно запишите имеи ваших телефонов. Храните на телефоне селфи на всякий случай, чтобы вам доказать. Включите максимальную защиту вашего телефона. Никаких аутентификаций по отпечатку пальца или по лицу не делайте. Это все глупости. Это все взламывается легко. Сделайте защиту по пин-коду или по графическому паттерну. И привяжите телефон к себе на шею. Полиция в Испании, я это могу сказать по своему опыту и по чужому опыту, скорее всего, с вероятностью 99% искать ваши вещи не будет. Здесь к воровству относятся снисходительно, как к своего рода социальным весам, социальному компенсатору. То есть, когда человек, так же как упасом, то есть, когда человек попадает в крайнюю жизненную ситуацию, по мнению испанцев, наверное, они так думают, он идет и обворовывает у того, у кого больше имущества. Наверное, так они рассуждают. По крайней мере, мне неизвестно, чтобы кому-то, если прям не за руку поймали человека где-нибудь, а вот так вот по прошествии времени возвращали телефон. Я таких случаев не знаю. И телефон, и вещи, и кошелек. Вот мне рассказали историю, что и кошельки воруют. В туристических местах вас с высокой вероятностью обворуют. Особенности в транспорте. Будьте аккуратны и подписывайтесь на меня. Поставьте мне лайк и напишите комментарий. Какие у вас случаи были с полицией в России, в Испании или в Украине.